Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня я хотел бы поговорить о генезисе, происхождении, современном состоянии таких вещей, как мы привыкли их называть мировая элита. Многие люди считают, что существует некоторая сформированная мировая элита, как некоторое единое целое объединение. От него зависит судьба мира, от него зависит действие явных правительств. Миром управляет лучшие, так сказать, разным путем попавшие в эту элиту, но считающие себя лучшими, элитарии, и все остальные являются только слугами, марионетками в их руках. Теория имеет право на жизнь, но, с другой стороны, всегда такие теории единого чего-то целого, объединяющие сложнейшие процессы, наша Земля в ее политическом и экономическом понятии это сверхсложнейший процесс, они обычно бывают надуманными, натянутыми и так далее. Мировые элиты, конечно, существуют и существовали. Существуют и региональные элиты, существуют элиты наиболее сильные. Как мы дошли до жизни такой, что нами, возможно, управляют мировые элиты, как мы можем понять, кто они такие, я и попробую сегодня рассказать. Во-первых, та или иная форма элиты возникает в любом объединении людей, как только их число превышает некоторый достаточно небольшой процент. То есть достаточно пары сотен человек уже в ней появляются в организации или, так сказать, просто толпе или маленьком населенном пункте, появляются люди, больше придающие значение управлению, более связанные с, так сказать, функциями управления социума, чем все остальные. И как бы эта община не была демократичной или даже, скажем так, анархичной, все равно появляются лидеры. И эти лидеры постепенно становятся элитой. Фактически элита имела свое место даже в подчеркнуто анархических сообществах, типа пресловутого гуляй-поля Нестора Махно. Что же говорить о более сложно организованных сообществах. Мы понимаем, что последние, начиная с 19 века, весь 20 век, и сейчас пока мы смотрим на 21 век как пока продолжение века 20, основой элиты существовали. Если мы говорим о мировой элите, это европейские элиты. Европейская культура стала тем локомотивом, который вытащила человеческую цивилизацию в целом в то состояние, в котором мы сейчас находимся. Можем ли мы говорить это хорошо, отдельные вещи, можем говорить плохо, но так или иначе следует признать, что основную роль в том, что у нас сейчас имеется в виде политики, экономики, морали, культуры, науки, искусства, создано либо представителями европейской цивилизации, так, грубо говоря, от Атлантики до Урала, либо переехавшими в Новый Свет европейцами, потому что Соединенные Штаты Америки исходно это как ВАСП, бело-англосаксонские протестанты, кровь от крови Англии, кровь от крови всей Европы, страна, созданная иммигрантами, либо те восточные или африканские, или латиноамериканские культуры, которые дали себя, грубо говоря, оплодотворить, приняли себе европейскую культуру. Как Япония после реставрации Мэйдзи, как Латинская Америка целиком, выстроена на хитрых симбиозах, борьбе и единстве противоположностей между испанскими и португальскими поселенцами и местными индейцами, плюс негритянский элемент, который был завезен рабами, так и африканские государства, недавно получившие независимость, и так далее. Бывшие колонии, тем более, прошли через горнило ковки Европой, европейской цивилизации по образу и подобию Европы. Поэтому все рассмотрения элиты мы будем исходить из того, что последние, наверное, 1000 лет, если говорить о мире, элита – это что-то европейское. Даже не арабский мир, который имел свой шанс, не монголы с китайцами, которые опять-таки имели свой шанс во времена Чингисхана и его наследников, все-таки победила европейская модель. Удержит ли она свое место
продолжится ли вот это торжество и доминирование европейства, или его сменят какие-то там новые культуры или синтетические культуры, мы пока не знаем. Но пока никакой замены европейской модели не видим. Даже современное толерантное общество, современные вот эти все движения за идентичность всяких африканских племен, борьбу с культурным доминированием белых и так далее, это все ведется по меркам, по лекалам, по терминологии европейской культуры. Ну, грубо говоря, как если бы, допустим, какой-то проигравший воспринял методы победителя, считает их своими, но он все равно пользуется методикой победителя. В забеге на мировую элиту победила в свое время европейская элита. Как она появилась? Древняя Рим, по сути дела, объединившие в себе маломальски цивилизованные страны Европейского Средиземноморья, распался, рухнул, был потрясаем социальными процессами, завоеваниями, походами великого переселения народов. Вот, Древний Рим, хотя мы привыкли считать Цезарей, там династии Юлиев, династия Флавиев, династия того, династия Северов, не был подчеркнуто элитарным государством. Он был аристократической республикой, где управляли потомственные сенаторы. Стать сенатором проще всего было, будучи потомком известного сенатора, которые происходили как из патрицианских исходных, так сказать, элитных родов Рима, так и из плебейских родов, добившихся для себя элитного статуса потом. И сложной, так сказать, системы сдержек и противоречий. Рим впитывал в себя сначала латинские культуры Италии, потом, соответственно, завоеванные им страны. Под конец даже сама элита Рима стала, можно сказать, варварами. Вот где-то уже 4-5 век нашей эры это борьба варваров, предводителей войск единственной реальной силы за захват власти. И то, что они носили звучные, красивые имена и фамилии, значит, с этими номинами, когноменами, принятыми в Риме, ни о чем не говорит. Происхождение большинства императоров, так вот и говорят, потомки иллирийских императоров. Не все из них были иллирийцы. Ну, что такое Иллирия? Это же славянские поселения, уже тогда славянские, с 1-2 века нашей эры, вдоль берегов Тиренского, значит, Адриатического моря, Адриатики. То, что сейчас Балканы. Или, тем более, практически полностью варварами был там полководец Тилхион, один из последних, пытавшихся сохранить единство империи на Западе. С варварской кровью был Константин Равноапостольный. До сих пор спорят, была ли его мать британкой или вифинкой. Святая Елена, ну, скорее сводится, что Вифиния, это территория современной Турции. Отец его служил в Британии и имел британские корни. Тогда, в общем-то, это самое, что у меня есть варварская окраина Древнего Рима. И Древний Рим последние 2-3 века не был ни аристократическим, ни демократическим. Он был меритократическим государством. Меритос – заслуги. Вот у тебя есть заслуги, ты можешь собрать несколько тысяч воинов, ты уже правитель провинции. У тебя есть заслуги, за тобой идут несколько правителей провинции, ты император. Как только появляется следующий человек с не меньшими заслугами, чем ты, императором ты быть перестаешь, обычно путем убивания. 40 императоров за 20 лет и так далее, и так далее. Смертность среди римских императоров, в общем, выше, чем, не знаю, в какой-то момент выше, чем среди гладиаторов Древнего Рима. Не все гладиаторские бои шли до смерти, а все конфликты между претендентами на верховную власть кончались смертью 1, 2, 3, а то и всех претендентов, потому что всех перебивал выскочивший неизвестно откуда очередной претендент. Происхождение, социальные круги не зависели, в общем-то, ничего. Диоклетиан был сыном раба и, возможно, рабом. Кто-то был сын сенатора, но это не сенатор наследственной элиты, а там сын-внук богатого откупщика, финансиста, который приобрел путем усыновления или еще каким-то образом право на звучную фамилию, вплоть до Флавиев, там, бывшую императорскую фамилию. Вот. И таким образом стал сенатор, вир иллюстриссимус, знатный муж, так сказать, светлейший
И считал себя самым главным. Вместе они образовывали то, что можно было бы назвать элитой Западной Римской империи. Восточная Римская империя, Византия, происходило примерно то же самое. Там хватало и своих императоров из, так сказать, национальных провинций, вспомним, и савойских императоров, как раз отразивших нашествие арабов, таких же, кстати, антиэлитарных, но очень быстро, значит, с появлением ислама, выстроивших у себя свою систему элит по степени происхождения от пророка Мухаммеда, заслуги, и до сих пор, значит, потомки пророка Мухаммеда пользуются особым почетом и уважением в обществе. Не все из них, там, этот человек может занимать какую-то небольшую должность, а то и быть там, как вот 100 лет назад, башмачником, но факт его происхождения, доказанный по цепочке предков, уже делает его представителем своеобразной, но элиты. Поэтому такая элита скорее духовная, политическая. Ну, вспомним Турцию, Османскую империю, где визири были бывшими подавальщиками кофе, ткачами ковров, и любые, так сказать, пертурбации. Вот единственное, что султана нельзя было, султан должен был быть обязательно из рода Османа, но править от лица недееспособного султана мог любой. Нельзя выделить какой-то слой людей в Османской империи и сказать, что вот эта элита, а остальные нет. Это тоже было специфическое, но меритократическое государство. Римская империя на Западе рухнула, пришли племена, как бы победители, и началось формирование элиты. И здесь связано еще отчасти с военной очередной революцией, появление настоящей полноценной тяжелой конницы, распространение крупных лошадей, возможность ковать доспехи, хотя хорошие пехотные доспехи знал, конечно, и Древний Рим. Собственно говоря, римский легион – это прежде всего хорошее защитное снаряжение. Солдат выдерживал атаку слабо защищенных варваров, получает царапины вместо глубоких ран, как человек без доспехов, и маленькие римские легионы помогли побеждать большие полчища солдат противника. И после падения Рима доспехи, которые раньше производились почти фабричным способом, мануфактурами, стали дороги и превратились в нечто элитное. Немногий воин мог позволить себе полностью доспех, тяжелого коня, седло со стременами, тяжелое копье, но единожды позволив и захватив, как-то получив в свои руки военное снаряжение, он становился слишком эффективным по сравнению с плохо обученным, слабо вооруженным обычным пехотинцем, ополченцем и так далее. Элита возникла европейская, как элита аристократическая, причем военно-аристократическая. Рыцарь, шевалье, кабальера, дворянин русское – все это когда-то обозначало одно и то же – конный воин. Воин, имеющий либо от своего руководителя, либо за свои деньги хорошего коня, хороший доспех, защищающий его от ран, хорошее ударное вооружение и способный противостоять в бою нескольким более слабо вооруженным противникам. Благо, главной проблемой Европы после падения Римской империи стало, как всегда, вообще в мировой истории, не только в истории России, существует только две проблемы – это дороги и дураки. И коллапс начинается, когда дураки на дорогах. Плохое снабжение, невозможность содержать большие армии, возить большое количество снабжения, маленькая рыцарская армия из хорошо обученных воинов небольшим количеством могла совершать захваты огромных территорий, контролировать их, не всегда успешно, но достаточно для грабежа, грабить и жить с этого награбленного. Вспомним князя Игоря из русских легенд, из повести временных лет. Княжеское полюдье. Ведь, по сути дела, князь ездил, собирал налоги, непрерывно циркулируя со своей дружиной по стране. Аналогичные, поездки совершал французский первый европейский император после падения Римской империи Карл Великий. Никогда не оставался он со своими палатинами, дворцовыми воинами, откуда слово паладин, на одном месте. Он жил несколько недель, приезжал в следующую область, жил там несколько недель. Ему заранее для его армии подтаскивали местные жители в качестве налогов туда запасы.
И он так и ездил по стране. Короли норманнов севера, вот, король Швеции и Норвегии, король, значит, севера, должен был совершать объезды страны. Все то же самое, только на дракарах. На одном месте дружина, даже небольшая, несколько тысяч человек, сожрет все, а новые продукты подвезти будет невозможно даже просто из-за неготовности дорог. Да и какие там дороги, одни направления. Поэтому не, так сказать, государство жило на собираемые налоги, а люди собирали налоги, лишь бы откупиться от поезжающего, кочующего государства. Вот нам будет непривычна такая форма, но, поверьте, она существовала. В книгах историков, допустим, того же Левандовского про Карла Великого, это вполне себе описано. Там, или читаем Броделя, ранняя, так сказать, европейская экономика. Долгое время армия, а армия это и есть элита, вооруженные люди, это и была тогда элита, не могли существовать на одном месте. Постепенно только с развитием сельского хозяйства появились замки, поместья, бенефиции, благодеяния, когда руководитель дает своему подчиненному участок земли с крестьянами, тот начинает, грубо говоря, грабить, гуманно говоря, взимать подати и повинности с этих крестьян, часть отдает королю или обязан, даже ничего не отдавая, за это выйти с каким-то количеством воинов на помощь королю, когда тот его призовет. Вот это и есть тот самый феодализм, о несуществовании которого нас пытаются уверить современные, так сказать, более либеральные теоретики истории, когда источником, материальным источником является земля с живущими на ней людьми, вот, а власть занимается прямым сбором товаров и услуг этих людей, прямым распределением, и за это каждый чиновник, кормясь с определенного участка, каждый солдат, каждый воин обязан служить верховной власти. Вот такой аристократической была элита практически все Средневековье. Аналогичные формы аристократической элиты существовали и не в европейской цивилизации. И на Востоке, и даже в Африке, и тем более Японии и Китай. Ну, Китай всегда был силен централизованным государством, но и там уездный правитель – это тот, кто собирается всего уезда и часть отдает в центр. Несколько уездов, значит, образуют провинцию, и часть отдают в центр. А когда все распадается, на время кризиса, каждый уезд и каждая провинция воюет с соседней, пока не появится новый гегемон, новый император, способный объединить всех. В Китае не было никогда наследственной аристократии, императорами там становились от крестьянина до простого воина, но за пару сотен лет, пока правит династия, они успевали построить элиту, выстроить сложнейшую систему внутренних взаимоотношений, а потом всех перерезать в ходе очередной гражданской войны. Так Китай существует уже ближайшие последние 3000 лет, и последняя такая перетряска была вот во времена борьбы после Синьханьской революции между Мао Цзэдуном и Гоминьданом руководил Чан Кайши. Вот, пожалуйста, пример такой, значит, краткосрочной элиты. Европейская аристократия была более долгосрочная. Конечно, трудно поверить в современных дворян, которые утверждают, что они там потомки рыцарей Карла Великого, каких-нибудь там крестоносцев XI века, но плюс-минус она держалась на очень длительных заслугах. Ну, для справки, французы, например, считали, что дворянин – это тот, кто может доказать службу королю 4 поколений своих предков. Вот 4 поколения были на королевской службе, и кем бы ты ни был, ты уже дворянин. При меньшем количестве поколений, определенных условиях, всегда можно найти какой-то компромисс. Несмотря на то, что дедушка Д'Артаньяна не из книги, а Шарль де Бац де Кастельмора был купцом, вот сам Шарль де Бац де Кастельмор Д'Артаньян, служивший, отчасти ставший прототипом для героя Дюма, служивший Людовику XIV, считался знатным дворянином, гасконским дворянином, занимал как придворные, так и военные должности, хотя всего-то его семья благородная была всего 3 поколения. Как будешь служить, такой ты и летай. Но все равно надо было иметь каких-то предков. Мерила заслуги твоей складывались из того, что представляешь из себя сам, как можешь повести за собой людей, и из того,
кем были твои предки, как они водили с собой людей. В России это выродилось в систему местничества, когда каждая семья тщательно подсчитывала, кто кем командовал из предков и так далее, и невместно было любому боярину или даже крупному дворянину служить кому-то, если предок этого человека когда-то был под командованием, допустим, боярин Татищев и боярин Ртищев, когда-то предок Ртищева командовал предком Татищева, уже невозможно Татищеву, то есть Ртищеву командовать над Татищевым. Это портит честь семьи, поруха честишки, как тогда называли Татищевых, и проще отказаться от службы, сказать царю, что хоть казни меня, хоть ссылай в опалу, так сказать, но служить под Ртищевым не будем, потому что когда-то они служили под нами. Вот. Это сначала давало достаточно хорошее преимущество, то есть никакая, кажущая нам глупость не является глупостью. В какой-то момент это давало преимущество, то есть в случае утраты командования быстро определить, кто главный, кто нет. Вот. А когда стало разрастаться, превратилось в тормоз и было уничтожено в конце 17 века. Аналоги такого местничества так или иначе в той или иной форме существовали во всех европейских странах. Россия по развитию политическому абсолютно европейская страна, как нас не пытаются, так сказать, убедить и разуверить в этом. Аристократия существовала долго. Что ее подкосило? Подкосило ее деньги. В какой-то момент появилась финансовая элита. Она появилась не сразу, потому что очень долго средневековая Европа жила без больших денежных потоков. Даже когда говорится, что выкуп попал такой-то рыцарь в плен к другому рыцарю, за него был заплачен выкуп в 5000 крон, это никогда обычно не означает выкуп 5000 монет каждая по кроне. Обычно это означало как передачу каких-то ценностей, суммарная ценность которых плюс-минус означала 5000 крон. Там из расчета, что там 2 быка составляют крону, там такое-то количество зерна составляет 10 крон и так далее. Сама крона тоже часто не существовала в виде монеты, оно было весовым обозначением того или иного количества серебра. Фунт, английский фунт серебра и есть. 240 монет, называемых пенни, в сумме весили 1 фунт, это были довольно мелкие монетки. Вот, пожалуйста, вам фунт. Русская гривна, то же самое, такая же весовая единица. Гривны находят в виде серебряных таких вот грубых паковок в виде палки. Вот, рубль, разрезанная, значит, разрубленная пополам гривна. Все это когда-то были счетные весовые единицы. Появились, конечно, монеты, через какое-то время появились люди, у которых этих монет было много. Аристократическая феодальная система хозяйствования, хотя и делала человека способного иметь оружие, содержать воинский отряд, иметь замок, построить замок, она обычно не давала большого количества денег. Жили от урожая до урожая. От полюдия, как князь Игорь, до полюдия. Второй раз пошел за полюдием к древлянам, его и разорвали соснами пополам. Жили часто, когда возникали какие-то необходимость срочно иметь либо денежные суммы, либо запасы еды, либо запас оружия, брали в долг. У кого брали? Первоначально это были монастыри. Церковь всегда умела аккумулировать богатство в любой форме, неважно, в виде бочек вина, кулей, рогожных кулей с зерном, стогов сена, рабов и, так сказать, крепостных зависимых людей, в том числе и финансы. Небольшое количество денег аккумулировалось сначала при монастырях-церквях. Постепенно, правда, это перестало работать. Во-первых, падал авторитет церкви, светские власти, значит, приобретали его, боролись уже за гегемонию над церковными. Церковная власть, имея нравственный авторитет, обычно проигрывал светским властителям в грубой физической силе. Какое-то время спасали там всякие отлучения от церкви, интердикты, объявление крестовых походов. Постепенно это перестало работать, потому что раньше, если феодалы активно шли, давайте покараем графа Тулузского, расплодившего на своей земле еретиков. Вот, через какое-то время это перестало работать. Ага, сегодня мы идем бить графа Тулузского, а завтра скажут, что на моей земле еретики, и все пойдут бить меня. Нет уж, спасибо, я как-нибудь обойдусь.
появилась нужда для срочных, обычно военных необходимостей, занимать где-то деньги. И вот появилась финансовая элита. Первоначально это были итальянские купцы. Италия, сохранив свое, в общем-то, так как итальянский сапог просто географически делит Средиземное море пополам, итальянские порты являются естественными перевалочными базами при любой морской торговле, которая более эффективна. Северная Италия выходит на верховья немецких рек, которые пересекают европейский континент и впадают уже в Северное море и обеспечивают торговлю, значит, в меридиональном направлении. Итальянцы волей-неволей всегда были торговля, где торговля, там ремесла, там искусство, там изготовление доспехов миланских, лучшее качество вооружения. У них аккумулировались деньги. Появились банкиры, появилась финансовая элита, которая способна была давать взаймы даже королям. Ну, классический пример, знаменитый Ричард Львиное Сердце, всерьез собирался продать Лондон. Если кто-то даст за него достаточно большую сумму денег, это не получилось, пытался занять деньги, даже не самыми праведными образами. В конце концов, он и с его легкой руки другие английские короли брали взаймы деньги в итальянских банках, меняльных конторах. Первоначально короли еще бы взяли себе правило кидать своих кредиторов, взяв деньги, значит, допустим, у евреев, которые тоже были лишены возможности в Европе заниматься земледелием, владеть недвижимостью. То есть сначала ограничениями религиозными, религиозную общину отрезают от нормальной хозяйственно-промышленной жизни, то есть нельзя владеть землей, нельзя заниматься сельским хозяйством, есть ограниченное количество профессий, а дальше члены этой общины, если хотят выжить, начинают совершенствоваться в этих профессиях. И опля, у нас евреи становятся ростовщиками, у нас они становятся незаменимыми финансистами, благо им еще и не зазорно давать деньги под проценты, что не одобряется католической церковью. Католическая церковь, да и вообще христианские церкви не приемлют ростовщический процент. Сейчас это даже вызывает некоторое бурление у современных деятелей идеологии церковной, потому что банкиры, они прекрасные жертвователи на церковь, а с другой стороны, банкир, всякий лихаимец, берущий лихву, берущий процент, точно не войдет в Царствие Небесное. Вот этот парадокс приходится объяснять, как-то утешать людей, что эти грехи им простятся, да и не грех это вообще, да и вообще там это так не написано, написано по-другому. Итальянцы, кагорсины, как их называли, ломбардцы, Кагор – это сейчас территория Франции, когда-то, значит, в общем-то, территория смешанного южно-провансальского населения, евреи стали финансовой элитой Европы. Первоначально подчиненные, первоначально угрожаемые можно было кинуть, но постепенно они стали объединяться. Один раз кинув кредиторов, человек не получал больше кредита или получал его на каких-то совершенно грабительских условиях. Чем сильнее было, так сказать, желание устроить вместо отдачи долгов еврейский программ, тем выше взлетали проценты, и тем строже были обязательства, когда брали залог или заставляли человека подписаться на какие-то не очень благовидные поступки, чтобы потом его шантажировать, если он не вернет долг. И постепенно финансовая элита стала брать верх над элитой аристократической. Военно-аристократическая элита на глазах теряла управление ситуацией. Если в XIII-XIV веке любой герцог, уж не говоря о короле, мог как-то попытаться расправиться с жалкими купчишками, то уже веку к XVI-XVII наступил капитализм. Жалкие купчишки получили реальные рычаги управления. Единой мировой элиты все еще не было. Хотя, вот как сейчас называют старые деньги, капиталы, многие банки, капиталы, какие-то семьи, которые существуют или не очень существуют в биологическом смысле, а существуют путем усыновления, там, передачи власти близким или очень дальним родственникам, лишь бы ты стал своим, как недавно говорят, что в Флоренции провели исследование, выяснилось, что 70% бизнесов, владельцев бизнесов во Флоренции под теми же фамилиями существовали в 15-16 веке. То есть вот если какие-нибудь там перуцци занимались хлебной торговлей, то и сейчас
какие-то перуцци контролируют в Флоренции и вокруг Тоскане в целом провинции, современной Итальянской республики, хлебный бизнес. Вот. Это не всегда биологически те самые перуцци. Это усыновленные, передача фамилии, хороший приказчик наследует дело хозяина при условии выплат семье и так далее. Но финансовая элита показала свою большую даже, наверное, жизнеспособность, чем элита военная. У них был оборотный капитал, у них были свободные средства. Военные могут разорить какую-то провинцию, но военный не может достать из кармана средства для того, чтобы что-то усовершенствовать, сделать в этой провинции. Наступил капитализм, капиталисты, банкиры, финансисты стали через промышленность, через сельское хозяйство, через контроль над торговлей элитой Европы. Каждый сначала в своей стране, и к XIX веку возникло понятие национальных элит. Каждая страна имела свою элиту. Чаще всего это было смешение старых военных элит с новыми торговыми. Причем два крайних полюса – это, наверное, Великобритания, где торговые элиты, начиная со времен английской революции, Кромвеля, членов парламента, палаты общин, полностью подмяли под себя аристократов. Аристократы были хорошей вывеской, как сейчас хорошей вывеской является королева. Все эти лорды, Норфолки, Саффолки и так далее, фактически, если не сами происхождением были от пивоваров Кромвеля, то через браки, через долги контролировались финансистами Сити, британского Сити, финансового центра Лондона, к этому времени уже финансового центра мира. И плевать даже для англичан, что их национальная элита это были в основном потомки или наследники капиталов голландских банков и голландских банкиров, переехавших в Англию в 17 веке, потому что Нидерланды, где до этого был европейский финансовый центр, Антверпен и так далее, были слишком уязвимы для ударов французов. А для военной, более военной, чем торговой элиты Франции. Король Людовик XIV пытался захватить Нидерланды. Вместо обороны своей страны элита предпочла полностью переехать и стать элитой другой страны. Подобное мы будем наблюдать среди финансовой элиты и наблюдаем и сейчас. Начиная с какого-то момента, с какой-то суммы капитал не имеет национальности. Сейчас шутят, что примерно 10 миллиардов долларов и национальности у капитала уже нет. Он становится целиком интернациональным. Где ему выгодно, там и размещается. То же самое происходило в конце 18-го, начале 19 века. Англия целиком находилась под властью своей финансово-промышленной элиты. У них была промышленная революция, у них было бурное развитие торговли, бурное развитие промышленности, которое сейчас вот можно назвать индустриализацией с полным правом. А с другой стороны, элита, собранная в Российской империи, это такой другой полюс европейской системы, была почти полностью подчинена, финансы и промышленность были полностью подчинены военным и аристократии. И не беда, что аристократия была часто довольно сомнительной. Выдвиженцы Петра, все эти бывшие пирожники, рядовые солдаты и так далее, мелкие дворяне чаще всего, как Меньшиков все-таки очень низкого, так сказать, дворянства, но все-таки потомок дворянина, конюха при царских конюшнях, они, считая себя наследство аристократической элитой, всячески контролировали финансы и промышленность. Кстати, наверное, и трагедия Российской империи, приведшая в конце концов к началу февральской, а потом Великой Октябрьской революции, это то, что там аристократическая военная элита до последнего цеплялась за власть, не давая, грубо говоря, порулить представителям финансовых кругов. Это и привело. Кстати, аналогичные процессы приводили к аналогичным результатам в той же Испании, где было 5 или 6 революций и гражданских войн в XIX веке, и 2 революции и гражданская война с ужасными последствиями в веке 20, когда наконец-то все более-менее устаканилось, и то вот сейчас процессы, так сказать, не закончились, вот сейчас там выкинули из долины Гуадарама Франко, и явно собираются пересмотреть итоги гражданской войны. Вот. Все остальные европейские страны находились где-то посередине, между диктатом финансовой элиты над элитой аристократической военной, как в Англии, и между когда аристократические военные
элита до последнего диктует финансово-промышленный, как в Российской империи до 1917 года. Причем Российская империя это еще натыкалась на религиозный кризис. У нас значительная часть промышленной элиты была из старообрядцев, религиозных парий, проигравших религиозную войну, назовем с вами это, в 17 веке, будучи ущемленными в правах. То же самое, как и российские евреи, которые стали одним из важных факторов обоих революций, точно так же находились в униженном, ущемленном положении. Это добавляло им злости, добавляло им возможностей, а деньги-то есть, а возможности есть, добавляло им желание вредить аристократической элите, воплощенной в лице абсолютного монарха. Все остальное промежуточное. Немцы, благодаря Бисмарку, благодаря Вильгельму I, нашли компромисс между аристократией военной, аристократией меритократической за заслуги и аристократией финансовой, и построили Второй рейх, достаточно жизнеспособный и быстро динамически развивавшийся. Французы, там финансисты, купили свою военную элиту, причем процесс покупки начался еще в ходе Великой Французской революции, когда представители аристократических семей служили революции, а потом и Наполеону, буквально за деньги. Старые поместья, конфискованные в ходе революции, им не возвращали, но давали достаточно много денег на хороший образ жизни, хорошо платили своим военным, и те воевали. Поэтому у французов пертурбации XIX века не носили ущерба экономике. Император у нас или очередная республика, было 5 республик во Франции в 19-20 веке, 3 империи, 1, 2, 3, 2 монархии, то есть это 2 империи, 3 королевства разных, там, значит, реставрация Бурбонов, 2-я реставрация Бурбонов, Орлеанистская династия, 3 королевских династии, 3 королевских, так сказать, попытки восстановить. Вот. Никак не носил ущерба экономической жизни Франции. Да, несли потери, да, проходили иностранные армии, оккупация, контрибуция, как в 1871 году, но в целом банки 300 семей, как раньше говорили, сейчас считается, что их уже стало где-то примерно 150 или 100, 300 семей держателей наиболее крупных банковских государственных процентных бумаг контролировали Францию, как контролировали, так и контролируют, и будут контролировать, наверное, еще долго. А все эти Макроны и Саркози являются, ну, просто инструментом в руках финансовой элиты Франции. Все эти национальные элиты сошлись в клинч, сошлись в разрушительную, так сказать, войну 2 огромных блоков Антанта против Тройственного согласия в Первой мировой войне в 1914 году. С этого момента начался распад европейских элит, потому что победителей в Первой и Второй мировой войне в Европе не было. Победила единственная европейская цивилизация, достаточно развитая, достаточно имевшая свою элиту, национальную, интернациональную, созданную по единому образцу и принимавшую единый, так сказать, план действий общий, но при этом состоящие из потомков эмигрантов, Кеннеди, бывшие ирландцы, Асторы, тоже, значит, это самое, бывшие шотландцы, бывшие кто угодно со всей Европы, это Соединенные Штаты. И в какой-то момент происходят 2 очень важных события. Они остались мало замечены в 20 веке, когда они произошли. Они сейчас, стало ясно, что вот с моей точки зрения, я пытаюсь ее до вас донести, определили судьбу мира. Первое. Полностью оторвалось понятие ценности денег от любых их эквивалентов. Если раньше золотая монета стоила примерно столько, сколько стоит ее вес в золоте, а серебряная монета сколько стоит ее в серебре. Если раньше кредитные билеты обеспечивались достоянием государства, то сейчас миром правят фиатные деньги. Все деньги в мире, кроме там нескольких исключений, типа ИГИЛ, организации, запрещенной в Российской Федерации, которая пытается снова чеканить золотую монету, или до этого Крюгер-Ранде Южноафриканской Республики, и где теперь сейчас это та самая белая апартеидная Южноафриканская Республика, нету ее. Вот. И Крюгер-Рандов уже нет.
не имеет никакой стоимости, кроме нашего доверия к этим деньгам. Вот у меня бумажка, на ней написано 100 американских долларов. Она обеспечена доверием всех мировых продавцов и производителей, что это примерно что-то, что соответствует, имеет какую-то ценность. Вот у меня бумажка, на ней написано 100 миллиардов зимбабвийских долларов, их уже отменили, но уж очень характерные бумажки. Она обеспечена доверием, то есть полным недоверием людей к возможностям Зимбабве предоставить какие-то товары и услуги на эту сумму. Вот. Она не стоит, грубо говоря, даже стоимости своей, как макулатура, она запачкана краской. То есть, будь она чистая, она стоила бы дороже. Это доверие есть базис для существования финансовых элит. Остались ли национальные элиты? Нет. Если раньше каждое государство имело свой набор элит, каждый из которых владел частью этого государства, владел частью финансовой системы этого государства и имел возможность регулировать финансовые возможности этого государства, то сейчас почти все страны мира поведены под общий знаменатель. Этот общий знаменатель появился в период подготовки Первой мировой войны, его проявление прошло незамеченным, а сейчас мы понимаем, насколько это было судьбоносное решение. Федеральная резервная система США, организация 12 банков, получившая возможность полностью контролировать выпуск и эмиссию доллара. Если до этого мировой валютой был фунт стерлингов, он был привязан к серебру, и когда говорили, что Россия берет в долг, допустим, 30 миллионов фунтов стерлингов, что равняется там примерно 300 миллионам рублей серебром, это не означало, что англичане срочно печатают бумажные фунты или даже делают серебряные или золотые гинеи. Нет, это означало, что финансовые возможности, эквивалентные такому количеству серебра, которое обменивается свободно на 30 миллионов фунтов, получает в свое распоряжение Россия и Министерство финансов Императорской России. Эта система окончательно рухнула в 70-е годы, когда закрылась Бреттон-Вудская система в 1972 году. Но де-факто она рухнула еще в ходе Первой мировой войны и сразу после нее. Золотое и серебряное обращение было прекращено на время войны, и потом оно до полного состояния не остановилось. Более того, в странах, даже не подвергшихся разрушительному воздействию Первой мировой войны, так или иначе, золотое и серебряное воздействие, обращение было сокращено или зарегулировано государством, как в Соединенных Штатах, где Франклин Делано Рузвельт провел конфискационную денежную реформу с конфискацией всей золотой монеты. Он, казалось бы, в стране победителя, в стране бенефициария, под предлогом Великой депрессии, удалил у населения возможность как-то контролировать через драгоценные металлы курс доллара. Курс доллара стал определяться только банками, мейджорами, как их называют, Федеральной резервной системы. А доллар, благодаря тому, что экономика Соединенных Штатов была первой экономикой мира, она пока и сейчас ей остается, хотя уже под сильным вопросом, стал мировой валютой. Кто регулирует курс доллара? Федеральная резервная система, тот регулирует курсы всех мировых валют, всех национальных банков почти всех стран мира. Несколько исключений. Это либо страны-изгои типа Северной Кореи, которая все равно таки зависит от пертурбаций курса доллара, потому что что-то она покупает и что-то продает на внешний рынок. Либо страна, которая сейчас пытается стать, две системы, которые пытаются стать противовесом и мировой валютой. Первый – это Евросоюз, объединивший свои финансовые системы в 90-е годы 20 века. Европа дала последний финансовый бой. Европейские элиты национальные объединились, создали евро и попытались создать противовес доллару как мировой валюте. Уже сейчас мы можем понять, что европейские элиты проиграли эту войну. Евро проиграло войну доллару. Меньше стран копят в евро, чем в долларах. Евро, хотя и считается, так сказать, официальной мировой резервной валютой, не имеет такого веса, как доллар, и зависит от колебаний доллара, а доллар не зависит от колебаний евро на макроэкономических процессах. В результате европейские национальные элиты вынуждены идти в хвосте американской финансовой элиты. Она
и есть единственная сейчас в мире элита, которая может определять развитие событий. Ведь элита – это не обязательно властитель над тобой. Это может быть и твой неприятель, который делает тебе, так сказать, неприятности, вводит санкции, создает против тебя коалицию, устраивает у тебя ту или иную форму цветной революции, устраивает перевороты, как в латиноамериканских странах. Вот недавно, значит, смещение президента в Боливии, устраивает кризисы, а ты в ответ устроить ему кризис не можешь. Наложение санкций, допустим, правительством США на Российскую Федерацию, наносит сильнейший ущерб экономике Российской Федерации, а ответные контрсанкции не наносят серьезного ущерба экономике США. Это, ударили большим столбом по собаке бетонным, вот, или собакой ударили о бетонный столб. В обоих случаях сильнее страдает собака. Есть только одна страна, которая сейчас пока борется, плывет против течения. Это Китай. Китайская экономика на подъеме, китайский юань достаточно тверд, но мировой финансовой валютой он пока не стал, во многом из-за недоверия к китайцам как цивилизации, китайской коммунистической партии как контролеру за действием всех китайских финансовых механизмов, ведь китайский капитализм подчинен китайскому коммунизму. Китайские капиталисты не могут сместить Центральный комитет Коммунистической партии Китая, зато Центральный комитет Коммунистической партии Китая может провести любые перестановки среди китайских бизнесменов, капиталистов и сотрудников китайских банков. В результате пока непонятно, выиграет ли Китай эту гонку или нет, но они свою гонку не проиграли, в отличие от Европейского Союза. Они претенденты на звание, если не мировой элиты, то на звание второй мировой элиты. Других претендентов, других мировых элит у меня для вас нет. Извините, политики, деятели искусств, ученые, шоу-бизнес, спортсмены, их часто называют элитой, но это все игрушки, это все слуги, обслуживающие реальный, так сказать, мировой олигархат, сконцентрированный вокруг Федеральной резервной системы США. Это все вывески на банке. Сам банк им недоступен. Ни один спортсмен еще, как говорится, не контролировал финансовые потоки в рамках сотен миллиардов долларов. Вторая, так сказать, элита, Евросоюз, то есть претендент, провалился за счет чиновников. Евробюрократия, страсбургская, если мы смотрим на уроки 30-летнего, скоро уже 30 лет, как существует евро, мы увидим, что главный провал евро, ну как скоро, то есть 20 лет уже существует, ну а 30 лет будет через 10 лет, но уже тенденции ясны. Главный провал евро в том, что он слишком забюрократизирован, слишком европейские чиновники, решающие все и вся в Евросоюзе, привели к тому, что свободы действия у европейской финансовой элиты просто нет. И заставляет вписываться в программы, в американские программы, в программы выгодной Америки, в социальные программы, в чего угодно, кроме тех программ, которые приносят прибыль здесь и сейчас, позволяют нарастить капитал, потом усилить свое присутствие на рынке, потом опять нарастить капитал. Вот тот капитализм, о котором говорил Маркс. Деньги, товар, деньги, штрих. Нету денег, штрих. Не дают Европе получить деньги, штрих. Марксизм, хотя и говорит, утверждает, что уже наука, а его методами-то продолжают пользоваться. Вот, пожалуй, все кратко о том, как мы дошли до жизни такой, кто такие наши элиты, и что на самом деле они никто по сравнению с теми, кто контролирует сейчас мировые финансовые потоки, а мировые финансовые потоки продолжает контролировать пока Америка, хотя у них не все радужно, им очень сильно стучат, дышат в спину, очень сильно стучат, подгоняют, знаете, это как этими щитами викинги стучали, то есть мечами об щит стучали, беги, беги, беги быстрее, дерись, 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 в спину идет юань, идет большой Китай. На этом все. До свидания. Спасибо за внимание.